Яра, доброе утро. Доброе утро. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеанса, так и посредством фотографий. Сегодня Яра войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает в режиме реального времени все. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентальному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. Яра, если ты уже готова, возьми удобное положение для твоего тела и расслабляйся. Я посчитаю от 1 до 3, и на счете 3 ты подключишься ко всей информации, связанной с снежным человеком. Или эти 1, 2, 3. Какой образ, звук или ощущение первым приходит тебе, когда ты услышала слово «эти»? Это что-то похожее на очень большую обезьяну. Обезьяну и человека. Образ пришел такой, он как в движении, такой большой, размером, даже, не знаю, до 8 метров, вот так. Может, он как на фоне горы, и гора практически с ним одного размера, небольшая, очень, да, где-то до 8 метров может доходить. Такой шерсть, как будто даже шерстяной покров, или это шкура, такого как пепельного цвета. Это что-то он ведет такой образ жизни, больше похожий на образ в дикой природе животного. У него нет, не вижу ни одежды, ни обуви, ничего такого. И как будто бы он один, то есть нет ни стаи, ни семьи. Не присуще жить коммунами. Какие ощущения у тебя есть в связи с этой так называемой обезьяной, Но человеком? вообще ощущение холода и как будто зимы даже. Может быть, это связано с температурой в горах, не знаю. Есть какой-то специфический запах от этого существа? Запах. Вот информация приходит, что запах похож ближе к запаху собаки, поэтому они как и обоняние тоже схожее, то есть высокая чувствительность. Мгм.
Слышишь какие-то звуки, издаваемые этим существом? Но больше как даже молчаливый. М. Нет, как вот мы привыкли к человеческому диалогу, такого нет, он просто молчит. Иногда может как подвывать что-то, какие-то такие воющие звуки издавать. Он слит с природой, которая его окружает. Он Да, он как часть, это как его стихия. м. Какие эмоции ты испытываешь, когда погружена в эту тему, подключена к этому существу? Знаешь, ровно, спокойно. Мгм. Не чувствуешь агрессию, да? От него нет. Ну, вообще он когда в своей стихии, в состоянии покоя, у него нет необходимости. Ну, вообще у него нет контакта с человеческими То есть существами. он так называемый отшельник, да? Да. Яра, есть в твоем прошлом опыте встреча с таким загадочным существом или в каких-то иных мирах? Сейчас картинка изменилась, он как на возвышенности стоит, и это м, если до этого это были горы и как бы лесной массив, Мгм. то здесь какая-то возвышенность, это даже это гора, но непривычная мне гора, это что-то в каком-то другом пространстве. Я не вижу контакт, я просто вижу, что изменилась картина. И он как будто немного видоизменен. То есть у него более прямая спина, более... То есть если до этого интеллекта особо, ну, как бы такой примитивный уровень, то вот во втором варианте он как умеет размышлять, создавать цепочки, думать, делать выводы Обладает разумом, да? разумом, да. Ну, как будто даже какая-то другая планета. Но он Мгм. тоже один. Коль ты сказала про другую планету, эти существа обитают в разных местах космического пространства. Я не могу сказать, что в разных, но есть, я вижу одно пространство, которое ему родное, так скажем. Он комфортно себя чувствует, он стоит на этой возвышенности и смотрит вниз. Там какие-то, как бы внизу есть какая-то жизнь. Вообще ощущение, что это либо переселили, либо выселили. Но что место рождения этого представителя не, не земля, который мы считаем своим домом. То есть это существо
здесь. чужое. Мгм. Да, и здесь совершенно разные энергии. Если вот м, на земле, где мы встретились, он такой, как, ну, он отшельник, одинокий, как будто нет у него вообще. То есть взгляд какой-то, совершенно одни инстинкты какие-то ближе к дикому миру. И энергии такие подавленности, вот какое-то опасение. Ну, то есть вот он такой, как Настороженность, да? настороженный, да, а там он свободный, расслабленный, То есть там там его совершенно стихия по-другому, его полная. стихия, А да. здесь он еще находится на чужом для него. Но здесь как будто ощущение, что это, ну, нет ощущения, что он помнит о доме, но есть ощущение, что он чувствует себя не как дома, но воспоминаний и вот этого момента, когда это все произошло, у него нет. Мгм. Но чувство дома у него есть, что где-то есть его дом, и он его как бы ищет, да? Нет, таких чувств нет, но есть чувство, что здесь не дом. Мгм. То есть как Ясно. будто уровень интеллекта не позволяет, ну как бывают люди Развивать эту мысль. непробужденные, и они сознание сужено до рамок там, попить, поесть, поспать, на работу, с работы и один или два выходных. И жизнь за этими рамками для таких людей не существует. Это неплохо, но это, ну, совершенно другой мир. И вот у него тоже есть свой мир, жизнь за рамками которой не существует. Он ее не помнит и не знает. И как будто вот это состояние, в котором он давно живет, это и есть его, ну, настоящее состояние. И еще как, иногда ощущение гонений каких-то. Может быть, это и есть воспоминания из прошлого. Если бы Йети мог передать нам послание, что это за послание было бы? Почему-то он говорит, ну, мысли. э, Я не вижу, как он говорит, потому что ничего не шевелится и не показывает диалог. Но мыслеформа про климат, про экологию и про еду почему-то странно. То есть это самое главное для него мысли, которые возникают, да? Или инстинкты. Это как послание в том плане, что он вот в той другой стихии, среде, ну, как не его среда, ему сложно в этом находиться. И он, вот это волосяной покров, это как адаптация к среде даже больше, как некая, даже я бы сказала, маскировка, потому что в другой картинке он, по-другому выглядит. Но он тоже нет каких-то одежд, но это такое какое-то незнакомое мне существо, но оно не покрыто шерстью, и оно совершенно разумное. И сложно ему. Это существо
живет в трехмерном мире или в других мирах? Которое второе, Да. оно в других мирах живет. Мы это называем другими планетами. Мгм. Но это как даже не то, что планета, как вот мы привыкли, мы м, видим ее и чувствуем, и ходим Другое измерение? в другое измерение. Мгм. Какие это измерения? Не знаю, это как ощущение, что какие-то пространства или пустоты, вот как, Более тонкое, чем физика, да? да, это более тонкое, чем физика, и это как между какими-то слоями находится. Я не знаю, как это объяснить. Ну, между четвертой и пятой, или между третьим и четвертым, Да, или пятой и шестой. Что тебе приходит? но они как вот даже, да, это вот не что-то полноценное, это между, то есть он может Мгм. только как быть а, как наблюдателем, но не жить ту жизнь, на которую он смотрит. То есть вот Мгм. он может Мгм. смотреть только и не относиться к этой бытности. Является ли это причиной того, что люди то видят его, то не видят, исчезает? То есть это перемещаются между третьим и четвертым измерением. Да, как вот такое слово пришло, как коридор, и он может Мгм. м, Это его свойство врожденное. но это его среда вот Мгм. Между. между. Какие цвета, символы или архетипы связаны с Йети в твоем подсознании? Цвет серый, Серый. серый и немного белого, но в основном серый. А если смотришь на другую картинку, На какую? на ту, которая с другого мира, А я вот на нее и смотрю. мгм, Я не как бы внимание не возвращается туда, как на землю, ну, как там, где как будто бы человек сталкивается с этим существом. М, а вернись на три, на Землю. Один, два, три. Давай это будем исследовать. То, что связано с Землей. Какие здесь цвета, символы, Здесь архетипы? уже как такой цвет коричневый Мгм. и почему-то красный, но я не вижу это на нем, это просто как, Окраска эмоциональная, энергетическая. наверное, просто ты спросил про цвета, это то, что Мгм. пришло. Коричневый цвет, он связан еще с тем, что среда для обитания является не только горный массив, но Лес, и лес, да? да. Ну, как будто вот ощущение, что он даже как, когда мы смотрим.
по телевизору, пока смотрим, нам хочется принадлежать какой-то части общества, и мы, ну, как что-то похоже на ассимиляцию, то есть ощущение, что он хотел или вынужден был приспособиться и выглядеть, ну, как житель леса. И еще вот такая мыслеформа пришла и быть и выглядеть неразумным. То есть для как будто изначально он эту роль вынужден был играть. То есть чтобы выжить в этой среде, Мгм. быть похожим, не знаю, почему-то медведь наш классический, Мгм. такой бурый, показывается. И что, ну, как будто он мог сойти за представителя этого вида, но он был гораздо крупнее и наделен интеллектом. Вот он м, ощущение, как актер в эту роль вживался, а потом уже как другие поколения уже как будто вот эта память у них ушла, кто они являются, кем они являются, и уже как инстинкты были схожи более с животными. М, Какое-то время, длительное время не было такой какой-то явной угрозы и опасности, а потом вот что-то как, Среда обитания сузилась, да? да, ну как будто вот уже какой-то контакт с человеком, и это, то есть он уже, у него нет возможности, вот как, знаешь, как показывает, если к вот предыдущему опыту он приспособился и как внешний вид какое-то время походил, ну, то есть м, на животного, но ощущение вот по мере того, как общество, человечество развивалось и просыпался интерес, и расширялись горизонты и территории, и вот этот контакт произошел, и он вот, и уже как пытается походить на человеческую особь, но у него не получается. Он понимает, что он гораздо крупнее, и вот эта шерсть какая-то отчасти, то есть что он уже это сложнее сделать, и вот он видит эту разницу и чувствует опасность какую-то. М. Какое у тебя ощущение, что эти это физическое существо, дух природы или что-то иное? Давай я тебе помогу. На счете 3 тебе приходит ответ. Один, 2, 3. Почему-то ощущение, что есть как два варианта, и один, который открытый и показывался, о котором мы знаем, а один, о котором не разглашалось. И
Каков первый вариант? который мы видим или о М, котором мы не знаем? Который мы видим. Но это ж физическое Мгм. существо, и даже как будто я вижу какие-то фотографии, где он лежит как, ну вот как классическое охота, стоит какой-то мужчина с ружьем, и он как трофей как будто лежит, Жертва этой жертва, да. Но это как будто ну, вот что-то показательное на самом деле. То есть ощущение, что как будто вот эта история м, то есть мелькают вот сейчас какие-то вот эти фотографии, которые, видимо, когда-то я рассматривала, да? рассматривала, да, вот, и их на самом деле немного, то есть это какие-то такие редкие сюжеты, и ощущение, что притянутые за уши. А на самом деле это, ну, может быть, даже другая цивилизация, которая произошел какой-то контакт, и как история, версия разделилась на две части. То, что нам показали, и то, что осталось за кадром. То есть как будто ну, вот до этого было ощущение, что он потерял разум, как бы поколение сменилось, и он уже ну, как бы полностью слился с образом животного неразумного, то вот эта вторая часть, которой не видно, и этот образ больше похож на тот, который второй стоял на возвышенности. М, И что, ну, как они не лишились разума, и они продолжали существовать. Ну, как пытаться, Дальше м, развиваться, да? да. Хорошо. Откуда появился снежный человек? На счете 3 тебе приходит ответ. Один, два, три. Но это как будто бы часть одной истории. Это люди так дали определение этому образу, потому что контакт, температура низкая, то есть это, видимо, ну как горная температура и привычная для гор среда, и поэтому вот такое определение снежный человек. Но Мгм. по сути это ну как один образ, но он тоже ну немного искажен, то есть человеческим взглядом. Как более правильно будет определять это существо, если уйти от этого образа снежного человека? Но вот когда образ снежного человека, это как будто бы более ранняя стадия м, Развитие его, да? развития и контакта человека с ним. То есть он там, м, если так можно сказать, более осознанный. То есть он там м, не такой,
нет какого-то страха и подавленности. То есть, не знаю, это как будто бы первое появление в каком-то физическом облике. Это какая-то эволюционная ветвь, это параллельный мир, древняя цивилизация. Нет. Откуда появилась идти на Землю? Ну, опять вот это междумирие, Мгм. почему-то это такое слово междумирие, между. Но как бы есть возможность у них это показывает опять, где он стоит на горе, а это которое другое пространство не земное, не физическое, и смотрит. То есть ощущение, что вот как из своего пространства смотрит на физический мир. И Возникает желание, желание исследовать. Да. то есть То есть он получить как опыт какой-нибудь. получить опыт именно, то есть показывать, что он один, а внизу, ну, огни и жизнь как будто. И его это манит, привлекает. То есть он как, у него нет необходимости ну, вот в каком-то контакте, то есть нет такого понимания, как у нас вот друзья, семья, вот что-то такое. Он один отшельник, вот какой-то сам. То есть он просто здесь решил исследовать эту. Исследовать, да. То есть он с другого мира сюда попал по собственной воле или был кем-то перевезен. Но ощущение, вот если в начале пути было ощущение, что вот этот образ изначальный Йети, он был как, ну это не его дом, и это образ искусственный, все, что с ним связано, то вот от этого м, существа энергии, я не чувствую того, чтобы его против его воли перевезли конкретно этот образ. Мгм. Он воспользовался порталом, Да, то, что он появляется, исчезает, это говорит о чем? Что но он свободно перемещаться может. он сам открывает портал по своей воле и желанию. А для него ну, он не то, что открывает, то есть он, Это естественное да, свойство. да, то есть это ходы вот такие, как, знаешь, как крот Мгм. роет где-то, вот он роет, и он, ну, никто ему ничего не открывает, он просто знает, куда рыть Он и сам себе засунуть крот, да? голову. Да, Значит, и перед тобой появится его ДНК, код 1, 2, 3. да. Как он выглядит? Что это за ДНК?
Но это какая-то не суперсложная система. То есть вот он, вот свойства, которыми он обладает, для физической мерности, для нас это может быть что-то чудесное, сверхъестественное, вот перемещение в пространстве и вот появление, исчезновение, вот эти все, м, так скажем, это движение для нас не свойственно, а для него это нормально, но каким-то супер сверхинтеллектом он не обладает. То есть э, человеческое сознание гораздо превзошло вот это, с чем мы сейчас взаимодействуем. То есть На что этот ДНК похож? На каких форма, существ? конечно. Мгм. Ну, с- ты про физическую форму картинки или Да. К какому классу относится? Или это отдельный класс существ? не понимаю вопрос. Это человекообразное существо? Или относится к другому классу? К другому классу, но к Мгм. человеку не имеет вообще никакого отношения. Мгм. Нет ничего схожего. А если взять на счете 3 ДНК обезьяна, один, 2, 3, и рядом сравнивай, М, ну, но вот с тем образом, который э, земной, и мы привыкли видеть, у обезьяны и этого существа есть схожие. А у мгм, этого существа, которое живет между, м, нет, он больше схожий с почему так, ну вот к классу, ну вот все, что ползает, почему-то вот такой, как улит показывает улитку без панциря, ну какой-то слизняк мгм, расползшийся, вот мгм. такой. Хорошо. Является ли эти разумным существом? Ну, это как человеческая мерка, мерность. Мгм. Наделять существа разумом или наделять их существом без интеллекта. Это человеческая мерность, потому что нам так проще идентифицировать и разделяться, Сравнивать с ви- собой, да? сравнивать с собой, видеть свою непохожесть и в то же время чувствовать свое превосходство и уникальность, но это совершенно несравнимые вещи. То есть каждый организм, он предназначен для определенного уровня, и говорить о том, что есть у него интеллект или нет, то есть, допустим, мы бы на его уровне не выжили, потому что наш организм и сознание не приспособлено для этих условий, для этой мерности. Это м, интеллект, как будто интеллект — это вообще человеческое понятие. Мгм.
оно ни к кому другому не относится, просто мы так это идентифицируем. Хорошо, я заменю слово интеллект словом разумом. Является ли это существо разумным? И в какой мере? Но он точно понимает, что он делает, и м, что о своих возможностях. И вот это желание, и то есть когда он смотрит, исследует, наблюдает, и вот этот импульс, который появляется у него, ну, приблизиться и, так скажем, открыть коридор в наше измерение, если так можно сказать, то можно сказать, что есть у него разум и возможность принимать решения самостоятельно. То есть это осознанный выбор для него. Да. Мгм. Как он размножается, это существо, если он всегда один? Ну вот если это про это существо, которое не которое с наших человеческих М. фотографий, оно сейчас вообще вот м, вот если до этого он как бы стоял, но ну, у него не было, я не знаю, как можно было бы эту форму описать, то есть это что-то бесформенное, но в нашем понимании вертикально стоящее. То сейчас он, я вижу просто, ну как вот, ну, что-то похожее на слизняка, слизь вот прям. м, Ну, как, Горизонта... да, горизонтальный, и это очень странно. И все-таки как он Как он размножается? размножается, вот как-то он м, сам себя воспроизводит. То есть ему не нужен какой-то контакт для размножения. То То есть есть это он, он разрушается и потом как воссоздается, но это м, не одна и та же форма. То есть форма всегда как видоизменяется. Ну, в он принципе, люди тоже у нас все, мы разные формы. это Сначала это было удивительно для меня, как он может, м, себя рождать нового в другой форме, да? да. Но это просто может быть, что нам, нашему сознанию это сложно воспринять, и ну, Нам это так показывают. совершенно другое. То есть если пытаться понять, мерить теми категориями, которыми мы привыкли мерить, то ну, это невозможно. Это может показаться каким-то бредом. Ну, вот то, что, да, Но человеку тоже свойственно преображаться, создать себя, формировать себя нового. да, Сколько лет он проживает в такой... ты говорил это про то существо, которое с другой планеты. да. Как, как размножается это существо, которое на Земле обитает? Ну, как будто он уже не самостоятельно. Этот процесс уже
Более земной, да? Да, по-другому происходит. Более привычный нам. То есть особи женского пола, мужского пола, да? Но ощущение, что это в одном все заключено, как То есть оно гермафродит. гемафродит, да? Да, но это то, что приходит. Я Мгм. рассказываю, чего. Мгм. Очень интересно. Как часто рождается новое существо? Ощущение, что не часто и не почему-то такое ощущение, что раз в 3 года вот так пришла Мгм. информация. Это такой биологический цикл, да? Да, Есть ли у этого существа душа? нет. Взаимо... Вот. Мгм. Ну, это Хорошо. такое понятие. Нет. Как бы то, что мы вкладываем в это понятие, такого нет. Это что, Взаимодействие. что что-то другое, но вот не такое, как А что оно. именно другое? Ну, это какой-то свой источник, своя энергия, которая им движет. То есть это, ну, как будто у него нет возможности настолько развиваться и вот эволюционировать как человек. То есть вот он, ну, как вот то, что произошло, ну, как перемещение, это уже очень такой большой прогресс для него, скачок. И я не знаю, как это связано с душой, но Это другой тип эволюции, да? другой, да. Взаимодействуют ли эти с другими себе подобными? Ну, нет необходимости. Мгм. Ну вот нет вот этого посыла и побуждения, вот как у человека мы все-таки хотим сблизиться и войти в контакт, и вот как-то отогреться, и эмоционально у нас все по-другому протекает, а у него этого нет. Но это как, м, ну, можно сказать, что это существо без интеллекта, если человеческими мерками, но он, ну, вот это, ну, что-то другое. Я не знаю, как это. Но отсутствие полового, как бы, этого м, поляризации, оно и не мужское, и не женское, оно как бы не позволяет, то есть нет необходимости, оно гармонично в себя, да, Да, да. и нет необходимости взаимодействовать для того, чтобы... Нет необходимости, и я, ну, вот так показывать, что больше 3 особей, они не могут собираться, и то собираются, может быть, вот именно для какого-то этого.
взаимодействия для продолжения вида. То есть потом все равно разделяются. Мгм. То есть земные особи могут Да. встретиться для продолжения с себе подобным, да? Ну, да, но такое ощущение, что и это им как, они могут и без этого. Мгм. Есть такая возможность. Если они встречаются, каков язык общения? Ментальный, скорее всего, потому что они Телепатический, да? телепатически, да. Мгм. Вообще им свойственно больше вот тишина. Вижу такого, чтобы как, какое-то общение, Ментальный штиль, контакты. да? Да, да. Как оно взаимодействует с природой? Чем оно кормится? Какие инструменты использует? Может быть, какие-то свойства наподобие того, что открыть норы в пространстве и времени. Ну, как будто бы вот он, ну, уходит все равно к себе в пространство. То есть здесь как все-таки, ну, как странник, как путешественник до того момента, пока ну, вот не найдет нору, до того момента, пока вот он ищет этот канал для перехода, он может, м, и то ему это не нужно. То есть все там происходит, на родине. Он там охотится, там. Ты говоришь про вторую картинку, да? Та, Да, но вот которая... она как перемещается из этой в другую. Мгм. Это как вот черепашка выходит на берег, чтобы, ну, что-то там по Мгм. своим делам, но Отложить яйца, возвращается, да? да, но возвращается в привычную себе среду. Мгм. То есть вот что-то на это похоже. То есть это не то, что он появился и поселился и как бы организовал какой-то быт себе и человеческую жизнь. Нет. Но земное существо, чем оно питается? Ну, это м, не могу сказать что-то больше, как растительное, как будто бы. Но опять же, это такое ощущение, что он вообще какой-то автономный. Свой собственный источник энергии внутренней. Вот он может взаимодействовать с тем, что ну, вот ягоды какие-то. Как вот. Но это не главный его источник. Нет, это больше как тоже такой Интерес, да. интерес и как, ну вот просто здесь все по-другому, и он пробует, он смотрит как на
других обитателей. Ну, вообще ощущение, вот нет какой-то энергии, активности, большого движения, вот прям стремления, амбиций, как вот, да, присущее человеку. Это просто что-то такое, я бы сказала, как амеба какая-то. Мгм. То есть нет у него ни места обитания, где он там себе сделал домик. Конкретно нет. Мгм. Ну, я этого не вижу. То, что вижу я, вот это вот так просто как всегда какое-то открытое пространство. То есть ему важно вот это м, не соприкасаться, вот даже я бы так сказала. В каких древних легендах и текстах можно скрыта правда о Йети? Почему-то пришло, что это больше к каким-то северным Народом? народам. В каких-то легендах, мифах? Ну, вот почему-то Скандинавия, как что такое. Да. Эти народы взаимодействовали или больше находились в поле зрения? Их не это существо, да? Ну, в поле зрения больше, да. Связаны ли эти с другими существами? Бигфутом, например, Алмаз. Или это одно и то же существо? Одно и то же. Мгм. То есть в каждом регионе Да, люди придавали разные имена. да. Мог ли эти контактировать с древними людьми, с шаманами, охотниками? М, Я не совсем понимаю, мог ли. Ну, мог. Такая Контактировал, возможность у да, него есть. Был ли контакт? да. М, Не знаю, не могу сформулировать, потому что то, что приходит, что это больше как легенда. То есть только чисто наблюдения попадались таким Да, людям, да, шаманам, охотникам, попадались, да. но контакта не было как такового. Нет, вот как ну, в нашем понимании контакта, м, как с животным или с каким-то Мгм. существом не было. Почему йети так редко попадаются на глаза людям? Потому что если брать
м, земные перемещения, то как зоны его перемещения, они не совпадают с человеческими. То есть Мгм. он не живет, ну, в основном у него есть возможность существовать в тех, так скажем, климатических условиях и кислородных условиях там, где человеку Не это не свойственно. свойственно для жизни, да. Мгм. Какие места на Земле являются ключевыми для наблюдения Йети? Вот горы показывают Мгм. такие прям заснеженные. Ну, такое ощущение, что э, не потому, что ему нужен холод, а потому что это как Является как... безопасно. Мгм, мгм. Ну, то есть туда любопытные не проникнут. То есть это Да, что-то. любопытный глаз не... Мгм. Есть ли какие-то правительственные и научные организации, которые знают правду о снежном человеке, но скрывают ее? Ну, чувство такое, что вот сейчас показывает он вообще, как видоизменился и больше похож на либо оно просто побритое это существо. Так интересно. М. Ну, при вопросе возникла такая картина, это больше как какое-то исследование, что вот эта особь, она без волосяного покрова. Это... И Мгм. есть, да, ну как м, изучение какое-то. Оно попадалось тем, кто занимается исследованием? Сложно сказать, это оно или что-то другое. Вот такая возникла картинка. На счете три ты получишь четкий ответ «да» или «нет». Один, два, три. М, Нет, Нет, это другое существо. другое, да. Связан ли Йети с энергией Земли? Лей-линиями, местами силы? Не могу на этот вопрос ответить, он мне непонятен. Есть энергетические поля Да, на Земле. что ты вкладываешь в слово «связан»? То есть пользуются ли Йети вот этими энергиями Земли? Лей-линиями, местами силы? Ну, как будто бы да. То есть вот когда а, я- ну, как будто это какие-то ну, каналы, вот я вижу, как будто
Это можно сказать, как ручей растекается у него, вот разные устья, или как ам, кровеносная система с множеством каких-то капилляров, и как будто есть что-то, как, ну вот, как прямой путь, как будто это вот я вижу такую, я не понимаю, что это. Ну, выстраивается как путь, как канал какой-то. Наверное, это и есть связь, если так можно сказать. Это ведет канал той самой, к тому самому месту, где он может открыть Да, портал. да. Мгм. Может ли Йети влиять на сознание людей, вызвать какую-то эмоцию страха, гипнотизировать? Нет, Нет. это все человеческое сознание рисует. Мгм. Это все воображение. Воображение, он вообще нейтрален, он вообще, ну как, ну вот просто как, ну, какой-то нейтральный элемент. То есть Мгм. он ничего не... Он пытается уйти от контакта с человеком, да? Да, ему это не нужно. Есть ли у Йети какой-то роль в будущем для человека? Почему-то вот как раз эти каналы какие-то сразу То есть есть светятся, и я чему вижу, учиться у этого существа, да? ну, учиться точно можно, существовать В гармонии не с в природой. гармонии с природой, в гармонии с теми представителями, которые населяют пространство, в котором он находится. То есть у него, ну, вот это у человека вызывает какие-то эмоции, когда он сталкивается с знакомым или незнакомым субъектом или информацией, и нужно дать ему определение, чтобы не бояться, чтобы как-то с ним взаимодействовать, понимать, есть угроза или нет угрозы, а у него этого нет. Он вот как смотрит просто, Как информация, чистая информация без реакции, да? да, и ну, это какой-то другой уровень возможности существования в одном пространстве Мгм. совершенно разным Н- формам, представителям. Вот, Нет ни н- агрессии, ни интереса. нет, не удивляться, не обижаться, не нападать, не исследовать, а просто жить свою жизнь и не вторгаться в чужое пространство. Мгм. Просто вот как жить свою какую-то, ну, для нас, может быть, она скучная жизнь, а у него Это полная что-то свое. нейтральность Да, ко всему. да. Не хочет принадлежать. То есть нет принадлежности к чему-то, вот когда вот у нас домашние животные, а это дикие животные, а все равно это наши животные. То есть вот он, для него это незнакомо понятие свой, чужой. То есть, ну, это вообще что-то другое, м, непонятное нашему обычному разуму. Ну, вот Если и вы... чисто Мгм. энергетически так ощущается, если не брать в учет форму, которую он приобретает или которые его наделяют. Если вы эти враги, люди,
еще могут Но быть другие существа. опять же, такое ощущение, что ему это незнакомо. Вот это ощущение вражды. Мгм. С этим он столкнулся только находясь здесь, в этом пространстве, в нашем пространстве. Ну, если можно так назвать, что оно наше. Наше общее пространство, Да. не нас как людей просто. Мы себя считаем Да, мы считаем, божествами над всеми. да, слишком много Само, придаем самомнение о нас имеем, да? значения, форм, характеристик. Да, так удобнее разделять. Да. Проявляет ли Йети существа инопланетного происхождения? М, непон- Интерес непонятен вопрос. у существ инопланетного происхождения появляется интерес к этим существам, которые на Земле живут? Если я правильно поняла вопрос, имеется в виду, если контакт с теми существами, которые живут на Земле, у каких-то других существ? Я имею в виду, что взаимодействует на тонком плане с другими существами эти, И эти? да. Да, у него есть такая возможность, но у него нет такой необходимости. Он ну, как приемник может работать. Только в Просто режиме приема, да? приема. Эмиссии он не. М, Нет, он-то как ну, вообще нет дела ни до чего. То есть у него вот что-то свои процессы какие, Мгм. свои процессы, свое развитие. М, это даже сложно как-то понять. Ну вот это то, что я чувствую. Это постоянная нейтральность. То есть вот просто нейтральность какая-то. Он может принимать, он может это как переваривать, обрабатывать, но он абсолютно нейтрален. Хорошо. Яра, какое самое важное послание ты получила сегодня, исследовав эти? На счете 3 у тебя появится информация об этом. И 1, 2, 3. Но это какое-то такое тотальное спокойствие. На Мгм. протяжении всего сеанса не было никаких колебаний, каких-то волн, то есть вот в ту или иную сторону. Вот то, что мы называем эмоциями, то есть эмоциональных всплесков вообще никаких не было. Это Эмоциональных просто качелей не было, да? не было. Это как вот позиция наблюдателя. Мы часто об этом слышим, но вот это ощущение, как это, оно очень интересное, оно просто нейтральное. И что бы ни происходило, это просто как, ну вот ты просто смотришь и как будто бы ничего к этому не чувствуешь. У тебя нет никакого мнения по этому поводу, которое нужно высказать или удержать, или навязать, или отстоять, или вот вообще это просто какое-то состояние очень новое, интересное для меня даже.
не вмешиваться. То есть вот он приходит на территорию, где живут, ну, обитают другие виды, подвиды, и он не вмешивается. То есть как он не входит в чужой дом и не пытается там прописаться. У него есть как своя обитель, куда он может вернуться, там что-то взять оттуда, как, если это можно назвать едой, ну, подпитаться как-то, размножаться. То есть вот абсолютное такое нейтралитет такой Мгм. безукоризненный. На счете 3 перед тобой будет это существо, йети. 1, 2, 3. Формируем, формируем канал телепатический между нами и йети. На счете 3. 1, 2, 3. Какое послание он может нам отправить людям? Давай сделаем запрос. Как можно стать таким спокойным, нейтральным, быть частью природы и не влиять ни на какие процессы, которые происходят? И отправим этот запрос ему по каналу 1, 2, 3. Какое послание получаем от него? Сейчас такая, как энергия изменилась, ощущения мои, они стали более такими плотными, и как эта концентрация. Ну вот я правильно понимаю это послание. Это как развитие без захвата, без, без желания захватить и расширить свои территории, и понимание, что ну вот вот этим примером он показывает, что есть возможность перемещаться и не принадлежать никому и без необходимости, чтобы что-то принадлежало ему. В этом нет никакой необходимости, но при этом также можно менять форму, проходить изменения, какие-то, ну, все, что связано с жизнью, и то, как она протекает, она может меняться, как, ну, по внутреннему состоянию, по внутреннему выбору, без необходимости вот этого чрезмерного любопытства, поглощения, порабощения. Вот ему это понятно, для чего это нужно. Ведь это и так легко. как- То есть для него нет границ. Нет границ, и это очень сложно, когда расставлены границы, есть какие-то территории, и это уже вызывает какие-то Агрессивное воздействие, да? агрессивное воздействие, сложности а, и в перемещении, и в развитии, и сохранении этой нейтральности. Они разделяют и этим пытаются властвовать, да? Те, которые разделяют, Да, границы это не как создают. это как присвоить то, что не принадлежит. Оно не принадлежит никому и одновременно принадлежит всем. То есть Мгм. как вот такое единое.
Вернее сказать, мы принадлежим этому миру, а не мир нам, да? Да, Мы часть этого мира. да, Хорошо. А теперь на счете 3 формируй из энергии Абсолюта сферу энергетическую. Один, 2, 3. да, И формируй эту сферу благодарностью, любовью, светом и миром. И передай этому существу от нас на счете 3. Один, 2, 3. да. Оно приняло. Приняла. Мгм. На счете 3 прощаемся с ним, и он может уйти. Один, 2, 3. Формируем еще одну сферу энергетическую из материи Абсолюта, из энергии Абсолюта. Один, 2, 3. Информируем эту сферу всеми результатами от этого исследования сегодняшнего нашего и тем посланием, которое это существо отправило нам. И на счете 3 всю эту информацию отправляем тем, кто способен ее принять, кто хочет принять и кто хочет больше понять о тех существах, о мире, о природе, как можно с ней взаимодействовать, быть нейтральным, быть частью этого мира. Один, 2, 3. Сфера распространяется. Посмотри, кто-то ее, эту информацию получает, хотят получить. Да, она заполняет как довольно большое пространство и довольно-таки большое количество людей, как в радость это какую-то вызывает и спокойствие. То есть что-то такое благостное. Она распространяется, Давай покрывает еще как раз таким. этот импульс дадим. Еще одну сферу создадим на счете 3. Один, 2, 3. Информируем ее. Один, 2, 3. И еще раз распространяем. Один, 2, 3. Для большего эффекта. Да, Мгм. Хорошо. Теперь я на счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. Один, 2, 3. Повышаем на счете 3 наши уровни энергии и вибрации до максимального значения для каждого из нас. Один, 2, 3. Мы подошли к финалу этому исследованию. Сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 1 до 5, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненной энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, а мысли более четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную свежесть в сознании. И 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойной и наполненной сил. Сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшийся в бодрое состояние.
Каковы твои ощущения? М. Я чувствую себя хорошо, расслабленно. Очень хорошо. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памяти. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на увиденную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность Яре, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтересовало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи оставайтесь любознательными и открытыми к тайнам, которые может наш разум раскрыть. Желаем вам мира и внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего. Благодарю.